Друзья, привет! Сегодня в спокойной обстановке решил долги свои записать перед вами относительно ивермектина, мебендазола, общего состояния. Дексаметазон дает о себе знать, лицо такое хорошо припухшее. Дексаметазон, помните, я пью, потому что у меня отек очень сильный за месяц образовался. Это к ивермектину, тоже и мебендазолу относится. То есть у меня за один месяц с 1 сантиметра отек увеличился до 3 сантиметров. Одного из метастаз. И, соответственно, решили дексаметазоном попробовать купировать это мероприятие. Но это вторая история. Кстати, скоро у меня через час будет консультация. Важно. Кстати, я хочу сделать небольшой списочек, может, видео записать, у кого консультируюсь и по какой специальности эти врачи. Это потом. Относительно ивермектина, мебендазола пользовался я этими веществами, этими препаратами не так долго. То есть в среднем получилось меньше месяца. Вообще с начала и до прекращения. Начал я их пить, когда после операции, когда в печени нашли метастазу, и ее удалили, да, и закончил их пить, когда мы перешли на семертинип 2 дня назад. Меньше месяца. Финальных никаких результатов я выводов делать не буду. Не могу и никаких выводов сделать вообще совершенно. Единственное, что со мной произошло за это время, могу описать, да. То есть, что мы имели на момент начала, что мы имеем сейчас. На момент начала мы имели чистое тело с вырезанным метастазом в печени. Относительно чистое, понятно, что там в костях какие-то опухолевые процессы происходят. И имели самое главное голову, то есть пролеченные 5 метастазов в голове. И плюс нашли уже задним числом, посмотрели диски, которые смотрели и МИПС, и Надежда, и не увидели там ничего. Специалисты другие нашли там, соответственно, еще 7 метастаз. Но на момент начала приема, сейчас про плохое буду говорить сначала, на момент начала приема ивермектина, мебендазола пролеченные метастазы были в достаточно нормальном состоянии. И в плане отеков, и в плане размера. Но к моменту перехода на семертинип отек увеличился до 3 сантиметров. Я для себя вывод сделал. Как вывод сделал, что в данном контексте эти препараты мне не помогут в голове. Все, однозначно. Если не сделать хуже. Не знаю, от чего этот отек взялся. Как влияет мебендазол там на голову, ивермектин. Не знаю, честно. Но факт есть факт. За этот месяц отек увеличился в 3 месяца. Все. Но при этом за этот же месяц ничего не появилось в теле. Вот такие результаты. И как хотим мы их, так мы их и рассматриваем. Кто-то верит, кто-то не верит. Пока не буду пользоваться. Я хочу семертинип начать использовать согласно всем имеющимся наличию медицины исследованиям, протоколам и так далее. Может быть, там соки какие-нибудь овощные, посмотрим. Но на данный момент так. Что мы сейчас имеем? Прямо перед консультацией, где я буду узнавать, как пользоваться правильно семертинипом, чтобы подольше его, так сказать, хотя бы попытаться уточнить, продлить.
То есть мы имеем 5 пролеченных в голове метастаз гамма-ножом с отеками частичными, 2, по-моему, сильные отеки, и 7 нелеченных, маленьких, 3-миллиметровых, без отеков. И слабый опухолевый процесс в костях. По-моему, все. Вот. Вот прям такого явного больше у нас ничего нет. А по голове что я могу сказать тоже? А если клинически смотреть, какое-то пошатывание есть, присутствует, но несущественно. Нельзя сказать, что это прям как-то меня сильно смущает. Ну, а сейчас и с врачами проговорим и про бевацизумаб, косимертинибу, для того, чтобы отек снять. Может, еще что-то предложит. Потом по результату я сообщу. Я с несколькими буду разговаривать, специалистами. Все сообщу. Но цель данного выпуска — это именно про ивермектин. Вот что было, что стало и что у меня, соответственно, какие выводы я сделал или не сделал. Да, по сути, выводы делать сложно за этот период, но я говорю, вот этот отек с 1 сантиметра до 3 сантиметров, он, конечно, негативно сказался. Вот, все. Ждем информацию новую, все сообщу вам. Ну, кто не знает, да, перешли на симертинип, потому что метастазы декабрь-январь растут в голове. И нашли Т-790 мутацию в печени. Это уже, ну, как бы такой хороший толчок к смене терапии, пока не началось. Вот. Ладно, все, всем удачи, хороших выходных, пока-пока.